29 лет я узнала, что у меня аутизм. Или, если выражаться корректнее, то расстройство аутистического спектра, или синдром Аспергера, или высокофункциональный аутизм. Короче, у меня проблемы с общением и зацикленностями и много чего еще, чем я поделюсь в этом видео. Я буду делиться очень личными вещами, поэтому негативить здесь очень не рекомендуется. Скорее всего, это видео дастся мне очень нелегко, так как я не писала сценарий заранее, как делаю это обычно. Я выписала только тезисы, хотя это не очень хорошо у меня получилось. Ну ладно. Короче, мне будет нелегко, так как формулировать мысли на ходу для меня самая сложная вещь на планете. Итак, мне 29 лет, что же пошло не так? Совсем по другой причине я обратилась к психотерапевтам, к психиатрам, и после полугода общения с психиатром она заподозрила у меня расстройство аутистического спектра. Чтобы убедиться, она послала меня к клиническому психологу. В общем, после психодиагностики у клинического психолога все подтвердилось, и мне сказали, что у меня так называемый высокофункциональный аутизм, синдром Аспергера, как его называли по старой классификации. Сейчас такого диагноза больше нету, и он попал под общий диагноз расстройства аутистического спектра, так же, как и другие ответвления. Но, кстати, в Латвии у нас нельзя получить официальный диагноз, если тебе больше 18 лет. И также детям, которые получили диагноз до 18 лет, я так понимаю, диагноз снимается после 18 лет, и в случае, если тебе нужны какие-то скидки на лекарства или другие льготы, то в качестве компенсации тебе могут поставить диагноз, например, шизофрения, но аутизм у нас после 18 лет как будто бы пропадает. И, кстати, к психотерапевту я обращалась в связи с депрессией, апатией, которые стали следствием моего незнания об аутизме. Привет, это монтирующая Оксана. Я очень много важной информации не сказала, поэтому буду время от времени дополнять. Хочу отметить, что диагноз расставил для меня все на свои места и ответил на множество моих вопросов. Он помог мне понять, что я не сломанный нейротипичный человек, а нормальный нейроотличный человек. Он помогает мне на пути принятия себя и понимания своих особенностей. Теперь я знаю о своих сильных и слабых сторонах, и это очень помогает. Что вообще такое аутизм? До этого моя голова была засорена стереотипами об аутизме. Я думала, что это какая-то степень умственной отсталости или что-то вроде того. И что это на самом деле такое, я не знала до того момента, пока я не начала изучать информацию. Но, как оказалось, это нейроотличие, и это даже не болезнь. То есть это особенность нейроразвития того, как формировался мозг с самого рождения. Это можно сравнить с тем, как существует, например, несколько операционных систем, например, у кого-то Mac, у кого-то Windows. То есть, да, мозг функционирует немного по-другому или много. Главные диагностические критерии аутизма — это проблемы и дефициты в области социализации, коммуникации, а также стереотипии, то есть ограниченное повторяющееся поведение. Важно сказать, что аутизм — это спектр, и все люди с аутизмом могут быть очень разные, то есть проявления могут быть очень разные, набор черт может быть очень разным. Вещи, которые я назвала сейчас, социализация и стереотипии, это то, что аутизм объединяет. Все остальное может очень сильно варьироваться. Есть как будто бы разные степени тяжести аутизма. То есть могут быть люди, которым нужна очень большая поддержка по жизни, у них может отсутствовать речь, они не могут сами себя обслужить и так далее. Кто-то может неплохо влиться в общество благодаря маскировке и прочим вещам, которые помогают нам адаптироваться. Но в целом спектр подразумевает не то, что это какая-то линейная вещь, где на одном полюсе низкофункциональный, на втором высокофункциональный, а это круг, где в разных местах могут быть люди с совершенно разным набором черт. И совершенно не значит, что у высокофункционального аутиста может быть меньше проблем, чем у низкофункционального аутиста. Как известно, очень большой процент аутичных людей страдает депрессиями, тревожностью и часто заканчивают свою жизнь суицидом. То есть высокофункциональный аутизм, возможно, не такой уж высокофункциональный, как все думают. И, кстати, у женщин и у девочек диагностика аутизма происходит гораздо сложнее, и часто девочки, женщины либо диагностируются гораздо позже, чем мальчики, либо не получают диагноз вообще никогда.
Часто аутизм может быть незаметен окружающим вообще, так как есть такая вещь, как маскировка, которой аутичные люди учатся с самого детства, наблюдая за другими детьми, людьми, и скрывают свои проявления и симптомы. Это дается нелегко, это очень изнуряюще, постоянно носить маску и притворяться тем, кем ты не являешься. Я бы хотела коротко поговорить о том, какие проявления аутизма есть у меня. Коротко, потому что иначе это видео, мне кажется, выйдет очень долгим, и я бы лучше сняла отдельное видео, если это видео зайдет. Поэтому, если это видео окажется вам полезным или оно вам понравится, то поддержите меня как-нибудь лайками, подписками. Или у меня есть также Patreon, на что я оставлю ссылку внизу. Мои проявления, конечно же, в первую очередь связаны с общением, с коммуникацией. С самого детства мне было очень сложно строить отношения с людьми. Я не понимала, как это делать, хотя я очень сильно хотела иметь друзей, но у меня не получалось построить отношений, либо я вообще не понимала, как играть с детьми. Я помню, один раз я попала в компанию девочек, которые играли с куклами, и я совершенно не поняла, что они делали, так как у меня, в принципе, отсутствует способность играть в ролевые игры, и я просто ушла оттуда. Сама я обожала играть с фигурками животных, точнее, расставлять их в каком-то определенном порядке и рассматривать фигурки, и не более. И также я обожала расставлять предметы в ряды идеально ровные, например, книги, тарелки, ложки и вилки друг на друга стопочками. Возвращаясь к общению, у меня также был селективный мутизм, то есть были ситуации, когда я не могла ничего ответить детям или взрослым, которые пытались завязать со мной беседу. Даже если я очень хотела ответить, у меня был как будто бы ком в горле, и я ничего не могла сказать, и чувствовала себя при этом очень глупой. Вообще, когда я не выхожу в люди, мне кажется, что со мной все в порядке. Но как только мне нужно поддержать какой-то диалог, я понимаю, насколько все плохо. У меня начинается внутренняя тревожность по поводу того, как я держу свои руки, как я стою, как я сижу. Не знаю, что мне говорить, когда мне говорить, правильную ли эмоцию я выражаю на своем лице и так далее. То есть я не могу расслабиться во время разговора и постоянно напряжена, думая, правильно ли мое тело находится в пространстве. Чтобы как-то вообще маломальски научиться общаться, я с детства потихоньку училась, наблюдая за сверстниками, за другими людьми, повторяла их манеру речи, манеру поведения, стиль одежды и, возможно, даже интересы. Все это, конечно, привело к проблемам самоидентификации, что для меня очень неприятная вещь, которая была со мной до лет 25 точно. Я не понимала, кто я и какая я. Честно говоря, сейчас тоже не понимаю, но все-таки я нашла какое-то свое я и больше не смотрю на других людей так много, как раньше. Еще в детстве я любила рисовать одни и те же сюжеты снова и снова. Они были со львами, так как я обожала львов в детстве и вообще животных, и до сих пор обожаю животных. Любила смотреть одни и те же фильмы на протяжении долгого времени. Еще у меня проблема с эмоциями, как с их выражением, так и с ощущением. Но я думаю, что об этом в другом видео. Также при аутизме часто встречаются сенсорные проблемы. В моем случае самое яркое — это то, что я ненавижу легкие прикосновения, ненавижу громкие голоса людей, которые рядом со мной, и скрежет вилки о негладкие тарелки и кастрюли. Ненавижу облегающую одежду, люблю рутину и еще миллион вещей, которые я сейчас, конечно же, не вспомню, если не открою свой список. Привет, это снова я. Я забыла упомянуть об очень важной вещи, как специальные интересы или гиперфиксации. Эта вещь сопровождает меня всю жизнь. Она одновременно делает ее очень интересной и одновременно мешает и отвлекает от других, более важных для выживания дел. Моя психотерапевт как-то сравнила эту мою особенность с хищной птицей, которая все свое внимание и существо концентрирует на жертве. Эти интересы поглощают меня до тех пор, пока я не выжму из них все соки, после чего мой фокус, как правило, меняется. Кстати, многие любят сравнивать аутизм и интроверсию, хотя механизмы у этих вещей двух очень разные.
И я себя считаю скорее даже экстравертом, так как я всегда очень тянулась к людям, к общению, но у меня просто не получалось это делать. Почему я делюсь этой информацией в интернете? Я узнала очень много информации, пока изучала себя, и я думаю, что мне есть чем поделиться. Также есть две подпричины. Одна из этих подпричин — это то, что я надеюсь, что кто-то такой же, как я, увидит это видео, узнает в нем себя и сможет продиагностироваться и почитать информацию и лучше понять себя, что действительно очень сильно помогает на жизненном пути. И вторая подпричина, что я видела много аутичных, в основном англоязычных людей на Ютубе, и мне тоже захотелось подать свой голос, хотя я уже подаю его на другом канале, на английском, и сейчас я решила записать видео на русском. Кстати, у меня также есть ТикТок на русском, который я начала вести 5 месяцев назад, и он набрал невероятную для меня популярность, и чем поверг меня одновременно в шок и одно время уныние. Мне кажется, русская аудитория не совсем готова к этой информации, и в русскоязычном сообществе очень мало информации об аутизме, а новая информация об аутизме. Многие считают, что если они узнали себя в моих описаниях, то это значит лишь то, что все немного аутичны, как любят говорить это на ТикТоке и в других местах, не только мне. Так может быть, если ты узнал себя, то это ты аутичный, а не все аутичные. Задумайся. В общем, я 2 года боялась снимать это видео для Ютуба на русском языке, так как я боялась русской аудитории и агрессии с ее стороны. И также потому, что я боялась своей картавости и думала, что я не имею права снимать русский контент. У меня на ТикТоке есть видео, где я делюсь вещами, которые я делаю, будучи аутичной, и очень много людей написало, что да, все так делают, я так делаю и так далее. Но очень важно отметить, что все вещи, которые относятся к аутизму, они могут быть знакомы обычным людям, нейротипичным людям. Но разница в том, что, например, все эти вещи, которые я делаю, будучи аутичной, они мне необходимы, чтобы оставаться в нормальном ментальном состоянии. Но вся разница в том, насколько это необходимо тем и другим. Если по какой-то причине я нахожусь слишком долго вне безопасной зоны, вне дома, и не могу делать эти вещи, то мое ментальное состояние сильно ухудшается. И такие вещи, как петь, повторять фразы, крутиться, они очень сильно важны, чтобы мое ментальное состояние оставалось в норме. Если я не могу долго делать эти вещи, то у меня начинается шатдаун и срыв, и, например, я начинаю раздирать всю кожу на спине, лице и так далее. Это не очень приятно. Я понятия не имею, насколько длинным или коротким получилось это видео. Возможно, я могла больше рассказать что-то о своих симптомах, но сейчас есть как есть, и, пожалуй, я на этом остановлюсь. Еще раз повторяю, что у меня есть второй англоязычный канал. Там очень много красивых видео с природой, которыми я очень сильно горжусь. Там есть видео про аутизм и другие темы. Если вам интересно и вы знаете английский, то добро пожаловать, я оставлю ссылку внизу. Если это видео зайдет, то я буду снимать на этот канал еще. Если есть какие-то вопросы, то задавайте. Надеюсь, это видео было полезным или развлекательным, или интересным. Надеюсь, получилось не слишком занудно и патологически обстоятельно. И многие темы я перезаписывала заново по второму кругу. И надеюсь, что вышло более или менее. Так что надеюсь на уважительное отношение в комментариях. И да, все. Так что да. Возможно, мы увидимся в следующих видео на этом канале, или переходите на мой второй канал, точнее первый, или на ТикТок, или на Инстаграм. Все ссылки вы найдете внизу. Можете также поддержать меня, мне будет очень приятно, и у меня будет больше мотивации тратить время на создание подобных видео. И спасибо за просмотр. Пока-пока.